Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме для новичков. Это ежедневный кап обычных самоцветов. Если вы бегаете просто по открытому миру в группе из 4 человек, то вы можете в день получить до 12 непривязанных самоцветов. Ну, если какие-то из ней вы пропускаете, то можете получить до 36, они будут у вас стакаться, но уже будут привязаны. Поэтому 12 непривязанных самоцветов, которые мы можем продать на рынке, мы можем каждый день получать, выполняя ежедневные задания. И давайте посмотрим в наш кодекс «Боевой пропуск». Здесь у нас, по-моему, пару месяцев назад было обновление, где появился вот этот вот фильтр, и можно отфильтровать наши задачи. Если мы фильтруем это по ежедневным задачам, то в самом низу здесь будет такая плашечка «Нахождение самоцветов в группе». Ну, имеется в виду, конечно, в группе из 4 человек. И вы видите, что 12 у нас кап. Я их не оставляю на следующий день. Я обычно все задания, 3 подземелья и портал ужаса бегаю, и у меня этого достаточно для того, чтобы получить все 12 самоцветов. 3 штучки я уже получил, я немножечко побегал предел бездны, там тоже ты бегаешь в составе группы из 4 человек, и тебе тоже падают эти самоцветы, что очень удобно. Что я делаю? Потому что это одно из самых важных заданий в игре на ежедневной основе, я всегда его добавляю в избранное. Вы можете на него нажать «Заменить избранное», и теперь сверху у вас появится нахождение самоцветов в группе как избранное, чтобы всегда знать, сколько тебе осталось найти самоцветов. И где же, друзья, искать эти самоцветы? Ну, на самом деле все очень и очень просто. Первое, где вы можете их искать, это в подземельях. Проходя 3 подземелья каждый день для того, чтобы получить свою награду в виде зеленочки и древнего артефакта, вы также бегаете ее в составе группы из 4 человек, и там вам с определенной вероятностью выпадают эти камни. Ну, в среднем они выпадают 1 штучка в подземелье. Иногда не выпадает, а иногда выпадает 2, но так, чтобы 3 за одно подземелье у меня еще никогда не было. Можно зайти в эти подземелья через кодекс, найти здесь подземелье, случайно подземелье, и начать искать группу. Но также можно зайти в наш гамбургер, поиск группы, и здесь вот в случайное подземелье быстрый подбор. Это, кстати, функция, которую я буквально там 2 тоже месяца назад узнал, потому что когда я делал свой ролик, чтобы насобирать огромное количество очков, а потом все их забрать разом. Если у вас там стакаются очки, вы через кодекс не можете зайти в случайное подземелье. Поэтому всегда можно заходить в него, нажимая на меню гамбургера, поиск группы, быстрый подбор подземелья. Ну и я всегда бегаю бросить вызов, потому что моего уровня развития персонажа для этого хватает. И, в общем, там тоже можно фармить эти камешки. Но о чем я хотел сегодня поговорить отдельно. Это порталы ужаса. Это самое лучшее, что можно придумать в игре для того, чтобы фармить ресурсы, в том числе и обычные камни. И, друзья, если вы этого не знали, то этот ролик вам будет очень полезный. Что такое порталы ужаса? Что это вообще такое и где они находятся? Ну, найти их можно, естественно, в заданиях нашего боевого пропуска, нашего кодекса. И в еженедельных задачах эти порталы ужаса тоже выделены в отдельную вкладку. Их можно закрывать по 10 в неделю, и в каждом надо активировать 4 столпа. Убивать босса, получать большие награды, и ты там бегаешь, убиваешь огромное количество монстров, и, друзья, там просто невероятно много падает этих обычных самоцветов. Иногда кап из 12 штук можно закрыть только за 1 портал ужаса. Но давайте немножко разберемся в механике этих порталов ужаса и особенностях, которые у нас появлялись в комментариях в телеграм-канале. И, друзья, у меня есть телеграм-канал DI Tools. По Diablo Immortal вы обязательно подписывайтесь на него, потому что мы там
собрали сообщество игроков, которые регулярно играют, комментируют, дают свои советы и также делятся своим опытом. Помимо всего прочего, я там еще разыгрываю усиленный боевой пропуск коллекционера, и можно будет забрать супер классные награды вот из этой нижней строчки, друзья. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал DI Tools. В общем, переходим к порталам ужаса. У одного из подписчиков был вопрос, что за фигня? Я захожу в портал ужаса, вроде мы собираем камни, а потом бац, и исчезает вот здесь вот появляется такая иконочка, когда ты в группе из 4 игроков, мы сейчас коснемся этого позже, что у тебя активен сбор самоцветов для ежедневного капа в группе из 4 человек. И иногда ты бегаешь, а он исчезает, и кто-то исчезает вообще из портала. Как вообще это работает? Ну, все достаточно просто. Мы сейчас с вами разберемся. Давайте быстренько найдем этот портал ужаса. Для этого мы просто откроем карту, увеличим масштаб и посмотрим, где вообще эти порталы ужаса есть. Ну, вот смотрите, они спавнятся в определенных местах, и можно увидеть, где будет активирован следующий портал ужаса. Активируются они каждый час. Событие доступно 24/7. Можно круглосуточно играть. Главное найти группу, которая будет с тобой бегать этот портал ужаса. И конкретно сейчас портал ужаса открыт в мерзлой тундре. Да, мы можем нажать и найти, где он, и сразу туда побежать. Ну, а в следующий час портал ужаса будет в пике Завим. Давайте мы перейдем в мерзлую тундру и нажмем в путь. И по ходу, как мы быстренько пройдем этот портал ужаса, я покажу, как я это делаю. Мы разберемся, какая наиболее классная механика. Перейти зов древних. Нет, мы не будем переходить, там можно что-то сделать, получить какие-то награды. Мы разберемся, короче, что и как лучше всего его проходить. Вот как я рекомендую это делать, если ваш персонаж находится примерно на моем уровне развития, друзья. Давайте я быстренько вот от этих монстров избавлюсь, а здесь уже никого нет. В общем, мы подошли к порталу ужаса, да? Чтобы туда зайти, нужно найти, друзья, группу. Для этого вы в чате пишите, в мировом чате, пожалуйста, если вы играете на русскоязычном сервере, то портал ужаса +3. А если вы играете на англоязычном сервере, то вы пишете TR +3, потому что TR — это Terror Rift, что переводится как портал ужаса. И мы ищем игроков, которые присоединятся, либо присоединят нас к группе. И вы видите, что первый игрок меня пересоединил к группе, сразу же пошли еще заявки, и меня сделали лидером. Давайте мы еще напишем TR +1. И у нас очень и очень быстро, друзья, собралась группа. Теперь, если вы лидер группы, то вы заходите в портал, он вам говорит, что еженедельные награды всего 2 из 10. И здесь смотрите, что можно получать. Вечное снаряжение, сущность ужаса, очень классный ресурс, который можно еще продавать на рынке, а также активировать порталы в преисподней и получать очень классную экипировку. Родолит, чтобы качать наше снаряжение, железная руда, серебряная руда для прокачки наших талисманов, ну и, конечно же, опыт. Быстренько заходим, и первое, что мы делаем, если мы лидеры, мы нажимаем на любой аватар и нажимаем, извините, призвать группу. И дальше смотрим вот на эту область, когда здесь появятся камни, чтобы начать бежать. Потому что как только мы зашли, монстры на нас не нападают. Видите, у нас появился камень, у нас активное нахождение самоцветов. Все, друзья, мы можем бежать и убивать монстров, и нам будут падать здесь камни из ежедневного капа. Очень все просто. И что интересно вообще по механике этого портала ужаса? Он индивидуальный для всех.
столпы, которые появляются в этой локации, они тоже индивидуальные для каждого игрока. Как только вы набираете необходимое количество вот этих стигийских шпилек, да, или как они называются, стигийские осколочки, конкретно сейчас для первого столпа мне нужно 100, для второго, по-моему, 150, для третьего сколько-то там 250 и для последнего 300. Ну, они не изменилось общее количество с момента, когда вообще это событие появилось, поэтому все достаточно просто. Как только вы набираете, вы активируете этот шпиль, но лучше всего бегать в составе группы, да, чтобы получать еще эти самоцветы. Вы слышите, там падает постоянно что-то. Ну, короче, давайте вот посмотрим, вот как это выглядит. Я набираю 100 штучек, видите? Набираю. Дальше я активирую, нажимаю на этот шпиль. Нажимаю «Открыть». Появляется боссик. Мы его быстренько убиваем, друзья. И делаю я это своим очень быстрым билдом. Основной атакой его домочил. Короче, отсюда, друзья, нам падает куча всякой фигни, в том числе и сущность ужаса. Но в этот раз не упала. Дальше мы ждем, когда у нас появится следующий стигийский шпиль, который нужно уничтожить. Ну, я сейчас много разговариваю на ролик, и поэтому не так быстро его прохожу. Но, друзья, из моей практики, примерно, когда остается 5 минут, я уже все эти стигийские шпили, я их все уже завершаю. Лучше всего бегать рядом с другими игроками. Вы слышите, что там огромное количество камней падает? Давайте посмотрим. Когда я зашел, у меня было 3. Сейчас у меня уже 10, друзья. То есть это просто охренеть. Очень быстро. То есть я уже 7 штучек получил. Мне даже нет смысла его второй раз бежать. Кстати, видите, ловушку я через нее прохожу. Это умение Парагона проходить сквозь препятствия, ловушки, которые делают монстры. А очень активно падают камни. Я прям слышу, как они падают. Блин, охренеть. Нет, все равно пока 10. Интересно в чем? Что эти камни могут падать где-то в других локациях у ваших сотоварищей по команде. Но если вы их не подобрали, друзья, они все равно считаются вам. Они просто потом приходят к вам на почту. Все очень просто. Ну и весь прикол, вот меня спрашивали другие игроки, что когда... что такое? Вот, смотрите, камни валяются. Просто вот ты бегаешь и валяются камни. Меня спрашивали игроки, что такое? Кто-то выходит, а потом снова заходит. Дело в том, что портал ужаса для всех свой. И просто игроки выходят и заходят снова в составе той же группы, чтобы продолжить играть, закрыть больше шпилей и набрать больше камней. Например, если игроки несколько дней не получали свой ежедневный кап, и у них настакалось там уже, что они могут 36 штук получить. И они бегают эти порталы ужаса до посинения, чтобы закрыть свои ежедневные капы. А даже, друзья, если вы заполните свой кап и 10 этих порталов закончите, то вы можете бегать в составе группы, здесь просто получать самоцветы. Это очень крутое событие для того, чтобы фармить именно твои ежедневные самоцветы. Ну, давайте откроем второй шпиль. Вот этот вот бал мне меньше всего нравится, потому что он долго так разогревается, да. У нас есть мощное умение, сейчас мы тебя замочим. Ну, и отсюда нам упадет сущность ужаса. Упади же, наконец. Нет, представляете, я 2 шпиля закончил, а сущность мне не упала. Но мы, тем не менее, 11 камней уже собрали. Нам осталось всего-то 10 камней. Да? Вообще очень просто. Очень и очень простое событие для того, чтобы фармить камни. Ну, и оно еще увлекательное. Огромное количество монстров, ты бегаешь, так сказать, разрядиться после сложного рабочего дня. Мне очень нравится. И, друзья, бегаю своим быстрым билдом, который я немножечко модифицировал вот в этом вот ролике. Обязательно его посмотрите. Я там добавил в свой пул камней искру бездны и считаю, что против большого количества монстров вот такой сетап классно работает. Вы видите, постоянно эти искры
срабатывают, и, в общем, монстры все разлетаются. У нас осталось 7 минут до конца этого портала. И давайте, друзья, посмотрим, где наш еще один шпиль. Вот здесь. Вот побежали туда. Здесь нужно очень быстро это делать, потому что монстры очень быстро спавнятся, сразу же на тебя нападают, и иногда они тебя убивают. Если они тебя убьют, то ты сбросишь все свои непотраченные вот эти стигийские осколки, и надо будет потом из города бежать в эту локацию и подбирать это все, чтобы открыть новые стигийские шпили. Вот отсюда нам обязательно должна упасть сущность ужаса. Охренеть, мне не прокает. То есть 3 сундука я открыл, да, и нету до сих пор сущности ужаса. Вот засада. А сущность ужаса, друзья, очень классный ресурс, если вы тоже хотите фармить платину, например, в ущерб экипировки, да, вы не открываете порталы преисподней, вы только получаете те сущности и потом продаете их на рынке. Так тоже можно делать, и я так делал, они где-то по 130 приблизительно стоят платины на рынке. Мы потом, после того, как пройдем этот портал ужаса, посмотрим. В общем, нужно бегать, все время смотреть на вот эту вот иконочку. Я уже собрал свой кап ежедневный, но мы просто бегаем. Нам нужно закрыть вот эти стигийские шпили, чтобы не терять, потому что из какого-то действительно может прокнуть сущность ужаса, и неохота его терять. Периодически здесь вот эти вот благословения появляются, которые увеличивают нашу скорость. Ну, и мне совсем чуть-чуть осталось, при этом 200, у нас 5 минут, я вот просто очень много бегаю и разговариваю, поэтому все это дольше получается. 100 штучек мне еще нужно собрать. Бегал раньше на своем домашнем билде и продолжаю тоже периодически бегать, но сейчас мне очень вот с Искрой Бездны нравится мой быстрый билд. Я тут прям ношусь как сумасшедший, даже без благословения. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, но весь прикол в чем? В чем весь прикол, друзья? Что когда мы сейчас выполним наше задание, да, вон там красный появился, вот мы сейчас его убьем, и как раз мы выполним, что наберем нужное количество стигийских этих осколков. Смотрите, если вы набрали уже свой кап, да, 12 штук, и не хотите больше открывать порталы ужаса, вы быстренько убивайте вот последнего босса. Давай, умирай. Вот, вы его убили. Здесь точно выпадет сущность. Точно, да, вот она выпала. И даже какая-то выпала одноручная легендарочка. Все, нам здесь уже делать нечего, друзья. И мы просто можем выйти отсюда. Просто выйти. Но у наших сотоварищей по команде исчезнет вот эта иконка. И снова, друзья, сюда зайти. Но только вот нажимаем «Войти», но только не продолжить, а начать заново. Я нажму «Продолжить», потому что у меня уже кап собран. И тогда вы начнете заново, у вас счетчик сбросится, и вы будете заново проходить портал ужаса, на который нужно всего буквально, друзья, 6-7 минут, не больше. Таким образом, вот за 12 минут можно 2 портала легко пройти и собрать все необходимые ресурсы. Капы из 10 порталов очень быстро закрываются. Но очень важно, что когда вы выходите из портала, то ваши игроки уже не получают самоцветы в группе. Следите за этим. Ну и обычно есть правило такого порядочного общение, что игроки перед тем, как выйти, они говорят либо thank you аббревиатурой T, Y, либо, ну, ту пишут, или там ту-ту. По-русски можно написать ту-ту, они увидят и поймут, что ты имеешь в виду thank you. И это имеется в виду, что ты выйдешь из портала и просто выйдешь из группы. Мы сейчас добежим, то есть мы сейчас бегаем просто, мы ничего не получаем, просто убиваем монстров, получаем опыт, но мы бегаем для того, чтобы наши товарищи по команде продолжали собирать самоцветы. Вот для того, чтобы горела эта иконочка. А если мы на нее нажмем, друзья, то у нас уже 12, вы видите, здесь есть. И смотрите, надолго здесь останавливаться нельзя, потому что вот эта вот волна монстров тебя мгновенно просто убивает. Здесь нужно на щитах бегать. И там неважно, сколько у тебя
мощи, сопротивления, брони. Короче, они тебя сразу же кладут. Пойдемте вот к нашим друзьям сюда. Лучше всего выходить, если вы не проходите его заново. Обычно я его прохожу заново, но если вы не проходите, можно выходить где-то, когда остается минута, ну, чтобы уже не мучить народ. Но вот сейчас мы как бы жест такой, ну, это порядочность в игре. Вот. Нужно выйти, ну, доиграть, в общем, нужно для того, чтобы ребята дособрали свои камни. Нам сейчас уже ничего не дается, все шпили мы уничтожили. В общем, капы по ежедневным самоцветам я собрал. Короче, минута 30 у нас осталось. И обратите внимание, друзья, что когда остается 1,5 минуты, то появляется такой счетчик, что портал ужаса захлопывается для тебя, именно для меня, не для других игроков. Другие игроки могли позже зайти или раньше, но именно для меня он заканчивается через 60 там сколько-то секунд. Но тут нужно иметь в виду, что некоторые из игроков могли уже второй раз зайти в этот портал, и у них свое время. Но для того, чтобы правила хорошего тона, когда мы будем выходить, мы можем написать им thank you и сказать, что для нас это закончено. И тогда эти игроки чаще всего, если они собирают самоцветы, выходят из портала, ищут новую группу, чтобы было обязательно 4 игрока, и заходят вновь. Ну, в общем, такое событие очень казуальное, классное. Если у тебя более или менее прокачанный персонаж, ты здесь не умираешь, ты просто бегаешь, убиваешь монстров. Но, друзья, я помню, когда это событие только появилось, я не настолько был прокачан, как сейчас, и у меня не хватало, конечно, урона для того, чтобы бегать, и вокруг меня все монстры разлетались, и я немножечко страдал тут, я честно скажу. А один мой друг, который играл в Diablo Immortal, он вообще бросил игру и сказал: я, не буду играть в эту игру, у меня урона не хватает, его там все эти монстры, они убивали. Здесь мы получаем еще кучу вот этих стигийских фрагментов, осколков, да, и они куда-то нам на почту приходят, но, видимо, они куда-то на почту реальную приходят, и, в общем, никак дойти не могут. Что у нас происходит после того, как мы прошли? Во-первых, друзья, мы в группу напишем thank you и выйдем из этой группы, чтобы не мучить народ, да, пусть они ищут себе новую группу. Дальше к нам на почту приходят все камни, которые мы не подняли, но они входят в этот кап из 12 самоцветов, которые мы собирали. Мы их забираем. Иногда ты вообще не собираешь там камни, ну, в смысле не поднимаешь, а они все приходят на почту. Это все игра учитывает, поэтому никакие камешки вы, конечно же, не потеряете. Смотрите вот этот счетчик под вашим аватаром, чтобы понимать. Ну и награды. Здесь какой-то металлоломчик, ничего стоящего нет. Стоящее падает из боссов. И, друзья, что мы дальше делаем? Мы заходим в наш кодекс, смотрим награждение самоцветов в группе и видим, что наш ежедневный кап выполнен. Все 12 самоцветов за один портал. У меня было 3, то есть получается 9 штучек за один этот портал, за 4 стигийских шпиля, за 12 минут он идет, мы набрали. Это лучший способ фарма самоцветов, ежедневного своего капа. Напишите в комментариях, если со мной не согласны, и какие еще есть способы. Ну, это, как я и говорил, подземелье, это предел бездны, но там ты выполняешь свой еженедельный кап по самоцветам и больше туда не бегаешь. Я считаю, что событие просто must have, обязательно играйте, но понимайте механику, ну и, конечно же, следуйте правилам хорошего тона, друзья. Надеюсь, этот ролик оказался вам полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Ну, конечно, мы увидимся с вами в следующем ролике.